Добрый вечер. Добрый вечер. Как меня слышно и как меня видно? Есть ли у нас звук? Есть ли у нас свет? Есть ли звук и есть ли свет? Добрый, добрый, добрый. Это хорошо. Отлично. У нас сегодня, я вообще хотел с объявления небольшого. Были на передаче. Словно были. Было сегодня очень жарко. Я не знаю, по-моему, даже сегодня эфир вышел. Пусть говорят. Но, может быть, и не вышел. Но было очень весело, честно вам скажу. Весело не в смысле смешно. Весело от того, что мир деградирует, мужчины деградируют, женщины подстраиваются под деградирующих мужчин. Я не знаю, честно, это комментировать. У меня не поворачивается язык. И сказать о том, что это норма, я, конечно же, не могу. Почему? Потому что, как-то так. У нас сегодня тема, вот она видна у меня за спиной. Будем мы говорить про самооценку. Поговорим о том, как она вообще понижается, на что влияет самооценка в жизни женщины. По какой причине человеку с низкой самооценкой достаточно трудно построить нормальные отношения как и с собой, так и с окружающим миром, также и с противоположным полом. Поэтому, конечно же, вы наверняка догадываетесь, что природа низкой самооценки, она далеко-далеко в детстве. Естественно, если здесь сейчас есть родители, у которых есть дети маленькие, хотелось бы, чтобы вы были также внимательными и послушали. Возможно, вы для себя узнаете что-то новое, пересмотрите свои взаимоотношения с детьми. Почему? Потому что не пересмотрев ошибок, питании, общении с ребенком, вы можете просто-напросто искалечить им жизнь, сделать для того, чтобы они выросли и были глубоко несчастливыми людьми. Примеров тому масса. Вот сегодняшняя съемка с Вадимом Казаченко тоже тому пример. Я, знаете, честно могу сказать, что просто мне не дали возможности высказаться в таком направлении небольшого психоанализа. Почему? Потому что там явно видно, что у мужчины были достаточно проблемные отношения с мамой. И не было примера того, каким должен быть мужчина. Тоже почему-то не было. Естественно, он и выбрал для себя вот такую очень сильную, очень властную, очень ответственную женщину. Она замечательный человек, его супруга Ирина. У нее действительно очень многому можно поучиться. Она настойчивая, она отстаивает свою позицию с жены. Соответственно, все-таки, знаете, мужская психология, она уникальна. Увидел молодое женское тело, пообщался с молодой девушкой, влюбился в нее, химия сработала, безусловно, потянуло, да, был секс, забеременели. Но, видимо, там в отношениях вот с этой Ольгой он и понял, что ничего хорошего его не ждет в них. По какой причине? Вадим Казаченко не привык нести ответственность за общение с женщиной. Как правило, рядом с ним должна была быть и была женщина, сильно направляла его. А Ольга не такой человек. Никто не говорит, что она плохая, она просто другая. С ней у Казаченко ничего бы не получилось. Именно по этой причине он и вернулся к своей жене, с которой он прожил много лет. Она уже достаточно проверенный человек в его жизни, поэтому... А откуда все растет? Откуда? Детство. Конечно же, наше детство. Поэтому давайте мы сегодня
поговорим с вами о самооценке, о том, как она влияет на жизнь женщины в первую очередь. Она, понятно, разрушает и жизнь мужчин, но сегодня будем говорить только о женщинах. Вы знаете, очень часто, возможно, вы будете здесь узнавать себя в детстве, возможно, вы будете узнавать сейчас себя в общении с детьми. Очень часто в детстве родители имеют такую ужасную привычку сравнивать своих детей с кем-либо другим. Не просто сравнивать, а делать это акцентированно в самые эмоциональные моменты общения с ребенком. У ребенка может что-то не получиться, где-то у него неуспеваемость в школе, где-то, возможно, он не совсем соответствует ожиданиям родителей в каких-то спортивных секциях, на кружки он там ходит, неважно, чем он занимается. Родители начинают сравнивать своих детей и говорят, естественно, прямым текстом о том, что посмотри, как учится Маша, посмотри, как учится Саша, а почему Света уже сидит на шпагате, а ты еще не можешь даже и половину сделать из того, что она умеет. Это постоянное сравнение ребенка с другими детьми прививает чувство неполноценности, комплекс неполноценности, отсутствие уверенности в себе, масса негативных убеждений, установок. Ребенок замыкается, вырастает. И что мы получаем в итоге? Какую девушку мы получим, если с ней родители общались вот таким подобным образом? Конечно, мы будем видеть человека, который, общаясь с мужчинами, ориентируясь выбирая мужчину, будет ориентироваться исключительно на тех девушек, которые находятся вокруг. А соответствую ли я образу идеальной девушки, а соответствую ли я образу той девушки, которую можно полюбить, которой можно хранить верность, которую можно ценить, которую можно уважать. Понятно, что вот эти сравнения, как правило, заканчиваются чем? Они заканчиваются тем, что женщина находит в себе массу минусов и недостатков, понимает, что решение она выносит не в свою пользу, она выбирает для жизни достаточно сомнительных мужчин. Эти сомнительные мужчины могут быть какими угодно, начиная от алкоголиков, заканчивая до женатыми мужчинами. Почему женщины с низкой самооценкой часто соглашаются на союз и на связь с женатым мужчиной? Естественно, не хотелось бы признавать себя отстающим звеном. Естественно, не хотелось бы быть вообще в одиночестве. Ну а когда появляется такая чудесная возможность, вроде бы приличный, достойный мужчина, почему бы с ним и не завести отношения? Все-таки он семьянин, а может быть у меня получится доказать ему, что я лучше, чем его жена. Может быть он остановится и, подумав, скажет, давай-ка я буду с тобой, а не со своей женой. Но если вдруг он мне скажет, что извини, наши отношения необходимо прервать, то такое расставание женщины, у которой низкая самооценка, отсутствует уверенность в себе, она переживет его гораздо проще, нежели расставание с абсолютно нормальным мужчиной, с свободным мужчиной. Почему? Потому что, расставаясь с мужчиной свободным, возникнет масса вопросов. А что во мне опять не так? Да, вот эти детские нейроассоциации, сформированная психика, сформированный сценарий восприятия себя, естественно, введет девушку в состояние глубокой депрессии. Она будет мучиться, она будет страдать. Почему? Потому что я расстаюсь со свободным мужчиной, в принципе, у него нет другой женщины. Значит, дело во мне, я плохая, я какая-то не такая. И вновь начинается сравнение. А мы прекрасно знаем, что опыт с мужчинами, он никогда не проходит бесследно. Девушка всегда останавливается, анализирует недостатки в себе и принесет решение. Ну а вот расставаясь с женатым человеком, она, безусловно, найдет массу объяснений. Отпускаю тебя, потому что у тебя семья. Мужчина в моей жизни, что у него есть причина со мной. Это не во мне дело. Это дело в том, что он уже был занят меня. Вот эти мысли, они, безусловно, будут успокаивать женщину. Она будет приходить в состояние комфорта, психологического, стабильности, не будет мучиться с этими мыслями и страдать. Понятно, что
девушка, которая проживает свою жизнь дефицитно, а все женщины, у которых низкая самооценка, живут в дефиците, они не способны реализовать на 100% свой внутренний потенциал, они не способны на 100% реализовать себя в качестве любимой женщины, матери, карьеру построить, вырасти по карьерной лестнице, добиться каких-то успехов, возможно, в бизнесе. Да, бывают исключения из правил, девушки компенсируют вот эту неуверенность в себе трудоголизмом, когда они трудоголиками становятся, работают, вкалывают, зарабатывают бабки, но они при этом глубоко несчастны. Естественно, на фоне всего этого у женщины вырабатывается невероятное чувство жалости по отношению к себе. Ей становится себя жалко. Она мало того, что жалеет себя, она выбирает для себя достаточно сомнительные круги общения, круги, в которых она будет находить таких же страдалец, как и она. Людей, с которыми она себя будет чувствовать комфортно. Такие девушки, как правило, начинают и заедать стресс, испытывая жалость к себе, они все это заедают, насыщают себя, думая, что таким образом они хотя бы восполняют недостаток чувственности. А недостаток какой чувственности? Потребность в любви не удовлетворяется. Не удовлетворяются какие-то ожидания от жизни на фоне низкой самооценки. Что мне делать? Конечно же, я могу испытать радость абсолютно естественным образом. То есть взять какую-нибудь шоколадину на 1,5 килограмма, съесть ее, повысить моментальный уровень сахара в крови. Там у нас выработаются и опиаты определенные, опьяняющие сознание, и дофамин, и серотонин. И человек пытается находить достаточно такие, знаете, доступные, подконтрольные инструменты для того, чтобы почувствовать себя живым. То есть мы сейчас про самооценку уже говорим, а просто чтобы почувствовать себя живым, чтобы было комфортно находиться хотя бы наедине с собой, за этой булочкой, выпивая сладкий чай. Но как это влияет на жизнь женщины, мы по какой-то причине редко задумываемся. И знаете, очень часто такие девушки попадают в отношения с мужчинами, о которых мы говорили, например, вчера. Это газлайтеры, это абьюзеры, это социально адаптированные психопаты, это альфонсы. То есть она осознанно выбирает себе либо мужчину, рядом с которым она будет себя чувствовать не очень комфортно и постоянно жалеть. То есть жалость, полученная из двух источников. Первый источник. Она, проживая жизнь с мужчиной, который не соответствует ее внутренним ожиданиям и запросу. То есть он с явно выраженными какими-то недостатками. Он пьет, он может унижать ее. Естественно, когда она терпит этого мужчину, она подчеркивает это. Она говорит: посмотри, как мне с тобой плохо, ты меня унижаешь, ты меня оскорбляешь. И нет, да нет, и он проявит к ней жалость. Если не он проявляет жалость, то она себя постоянно жалеет в таких отношениях. Ожидая чего? Ожидая того, что мужчина рано или поздно все-таки поможет повысить собственную самооценку. Но у нее ничего не получается. Я, знаете, даже проводил такое небольшое исследование среди девушек, с которыми работал, помогая им повысить и поработать над своей самооценкой. Я предлагал им ответить там на несколько вопросов, и один из вопросов был следующим. Как часто в состоянии грусти вы уединялись для того, чтобы и грустили, и плакали, для того, чтобы ваш мужчина обратил на вас внимание, подошел? Я могу вам сказать, я был удивлен. 100% девушек, вот с которыми я работал, 100% девушек ответили постоянно. То есть простыми языками. Вы поругались с мужчиной, ушли куда-то там, грубо говоря, под одеяло улеглись и рыдаете себе. А в мыслях только мысль одна. Подойди, пожалей, подойди, успокой, подойди, пожалей, подойди, успокой. То есть о чем это говорит? Что эмоциями человек с низкой самооценкой не распоряжается. Он не способен ими распорядиться. Почему? Потому что они не принадлежат ему. Да, если вот давать такую характеристику человеку, неуверенному в себе,
Это женщина, мы сейчас про мужчин не говорим, там немного другие проявления, но много похожего. Это женщина, которая отдала чувственность, эмоции, ощущения, тревоги и переживания в чужие руки. То есть для того, чтобы почувствовать себя живой, обязательно должен рядом появиться объект, подчеркивающий значимость моей личности. Если этого не произойдет, естественно, я никогда не смогу быть счастливой, я не смогу чувствовать себя живым человеком. Очень часто девушки, у которых и низкая самооценка, и негативные убеждения и установки, связанные с собственной личностью, не отказывают никогда ни в чем и никому. Знаете, вот очень часто это проявляется и в общении с друзьями, и в общении с мужчинами. То есть женщина, например, давайте будем прям примеры приводить. Это может быть семейная пара, но так как у женщины все-таки самооценка обнулена, она себя не чувствует значимой в отношениях, она демонстративно, но при этом неосознанно приносит себя в жертву. Каким образом? Она удовлетворяет свои потребности в последнюю очередь. Даже если вопрос и не стоит таким образом, что давай мы определим, что для кого важнее, она сама создаст условия, в которых обязательно подчеркнет, что давайте мы сначала мужу купим самый дорогой телефон, потом старшему сыну, потом дочери, а мне в последнюю очередь. То есть вот сначала мы всех удовлетворим вокруг, но свои желания я отодвину на самый последний план. Для чего? Для того, чтобы показать всем вокруг, что меня можно ценить за это. Но так как и мужчины, и женщины устроены абсолютно по-разному, естественно, мужчина такое поведение воспринимает как должное, абсолютно как должное. То есть если женщина жертвует собой во благо моих интересов, значит я это заслужил. И ощущение, что нужно отблагодарить ее, не возникает. То есть мужчины очень сложно догадываются. Для того, чтобы мужчина научился догадываться, ему необходимо привить это. Привить не научить, а привить собственным примером. То есть он должен понимать, осознавать, что рядом находится женщина, чьи потребности должны удовлетворяться наравне с моими. Ни в коем случае не наоборот. При этом, что, как это может выглядеть на работе? Да, например, все уходят в пятницу вечером. А начальник говорит, давайте кто-нибудь выйдет на работу в субботу и в воскресенье. Мы не успеваем, мы не можем, там, не вписываемся в график продаж. Давай-ка ты выйдешь поработаешь. А у вас уже планы, возможно, какие-то были. И вы вновь для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, соглашаетесь на это, жертвуете собой. В надежде, что все это оценят и будут восхищаться вами. И придя на работу в понедельник, вы будете сидеть, уставшая, не отдохнувшая, и расспрашивать у кого как прошли выходные, но при этом рассказывать, что ну а я вот все на работе, а я на работе, а я на работе. Вот для того проще было. Вот смотрите, представьте себе человека, девушку, женщину, которая проснувшись рано утром, пошла на рынок, купила самое дорогое мясо, самую дорогую муку, самые дорогие специи, пришла домой, целый день простояла у плиты, приготовила вот такую огромную корзину горячих пирожков, напекла пирожки. Взяла эту корзину и вышла на улицу, остановилась возле входа в метро, ну или там на автобусной остановке. И каждому прохожему в холодную погоду отдает теплый пирожок. Вот они проходят мимо, и она отдает пирожок. Одному, второму, третьему, четвертому, пятому. И вот так 500 человек прошло. Уровень ее эмоциональных и чувственных затрат равнялся, например, 100 баллам. Да, давайте в 100% оценим. Вот она вложила 100% своей энергии и любви вот в эти пирожки. Но уровень благодарности, поступающий от каждого человека, составлял 0,1, например, или 1/10. Представляете? То есть она дает пирожок, человек говорит, ой, как спасибо, приятно. А она ждет не этой реакции.
Она ждет реакцию: вау, ты, наверное, так старалась, да ты, наверное, столько сделала. Вот эта позиция женщины с низкой самооценкой. Она в каждое свое действие вкладывает невероятное количество души, тепла, заботы, ласки и любви только лишь для того, чтобы получить обратную реакцию. И не получая ее, начинает страдать. Она мучается, ее беспокоит это, ей мало. Люди не понимают, что она хочет этого, они не понимают, чего ей надо, как ее удовлетворить. И если она находится в отношениях, такая женщина, она может, не понимая сама того, просто вынести мозги своему мужчине, говоря ему о том, что он бесчувственный, невнимательный, незаботливый, неблагодарный. Но при этом не понимает, что дело-то не в мужчине. Он может сказать тебе: спасибо, любимая. А этого мало женщине с низкой самооценкой. Женщине с низкой самооценкой надо многократное вау, троекратное, для того, чтобы она почувствовала себя самой-самой-самой классной. Я смотрю, у вас там у всех аппетит разыгрался. Аппетит разыгрался. Угу. Еще очень важный момент, о котором хотелось бы сказать. Это, естественно, постоянное ощущение тревожности. Как ни странно, но женщины, да и мужчины в принципе тоже, с низкой самооценкой, неуверенные в себе, склонны к паническим атакам. У них возникают проблемы с вегетососудистой дистонией. Наступают такие, знаете, есть такое определение, как симпатоадреналовый криз, когда человек может испытывать невероятное чувство тревоги, прям предвкушение. Мне так страшно становится, что я не знаю, куда себе деть. Вроде бы причин на то нет причин, но со мной происходит что-то необъяснимое. Да, вы можете сходить к специалисту. А чаще всего специалисты назначают что? Ну, какое-то медикаментозное вмешательство для того, чтобы антидепрессантики какие-нибудь, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Но на самом деле не чувствовали себя спокойно, а обманули себя. Поэтому нормальный специалист, он всегда попытается определить, от каких эмоций вы уходите, от каких чувств, ощущений вы пытаетесь избежать, какие эмоции вы не проживаете. Вы же понимаете, женщина с низкой самооценкой неправильно задействует свой мозг, она неправильно задействует свою гормональную систему. Поэтому, когда я часто слышу от девочек: у меня все в порядке с самооценкой. Как ты это определила? Как ты это определила? Подошла к зеркалу и сказала: у тебя потрясающие глаза, красивая грудь или тонкая талия. Это не определение низкой самооценки. Женщина может быть, знаете, такой сомнительной внешности. То есть кому-то она может нравиться, кому-то нет. Но при этом у нее невероятно здоровая самооценка. Она уверенная в себе, у нее все получается в жизни. А есть девушки, которые ходят по подиуму, и мне приходилось с такими работать девушками. Не просто с такими девушками. Я уже рассказывал, я работал с девочкой, которая была мисс топ-модель мира. Она была мисс мира бикини. То есть там невероятные внешние данные. На нее действительно смотрели мужчины и не понимали, как такая женщина может быть несчастной. Девушка вот эта. Она была глубоко несчастным человеком, с невероятно низкой самооценкой. Ей невозможно было построить отношения с мужчиной. Не получалось ничего. Она не верила в себя, не верила в свои поступки, в свои способности. Поэтому люди, страдающие низкой самооценкой, они, конечно же, не понимают и не осознают, что их психика, их центральная нервная система, их гормональная система просто уничтожают организм. Естественно, они в большей степени склонны и к психосоматическим заболеваниям. Почему? Потому что отсутствие реакции на сигналы, которые подает наше сознание, о чем говорит? Вот вы, например, испытываете чувство вины.
либо испытываете чувство обиды на кого-то. Да, это самые такие не свойственные нашему телу и нашему мозгу состояния. Чувство вины и чувство обиды. Почему не свойственны? Потому что еще прошло очень мало времени со времен, когда мы охотились, воевали. То есть еще организм не успел эволюционировать из одной стадии в другую стадию. О чем я сейчас говорю? Ну вот представьте себе, что я пошел там охотиться на кого-то, например, да, на кабана дикого или на тигра. Взял с собой лук и стрелы. Встретившись с диким животным лицом к лицу, я решил его пристрелить. Натянул тетиву, она у меня оборвалась. Естественно, животное развернулось и погналось за мной. Как вы думаете, какие в этот момент я испытываю и переживаю эмоции? Что я испытываю в этот момент? Ну, просто интересно. Просто интересно. Как вы думаете? Есть у вас предположение, какие эмоции я проживаю? За мной гонится тигр. Что это за эмоции? Страх. Отлично, да. Мужчины с самооценкой. Самооценка низкая, конечно, еще больше, чем женщин. Конечно, все правильно вы пишете. Я испытываю страх. Я испытываю панику, испуг, все что угодно, стресс определенный, но никак не обиду. Как вы думаете, я, убегая от тигра или льва, обижаюсь на него? Или там носорог за мной гонится, понимаете? Я бегу и обижаюсь на него. О, ты бессовестный, как ты мог так сделать? Нет, конечно. Нет. Почему? Потому что мозг запустил определенную реакцию. Да, то есть мне стало страшно. Естественно, мобилизируется гормональная система, центральная нервная система. Там вылетает кортизол, вылетает адреналин. У меня все сосуды сужаются на всякий случай. Вдруг я поранюсь, чтобы я кровью не истек. И бегу. То есть я адекватно реагирую на то послание, которое дает мне мой мозг. Как происходит с человеком, у которого низкая самооценка? Естественно, проживая, например, определенное состояние, чувство страха, чувство обиды, чувство тревоги, вы заглушаете их, постоянно подавляете. То есть вы никуда не бежите, вы не уходите. Почему? Потому что женщина с низкой самооценкой, она не может выйти из отношений с мужчиной, где она страдает. Она не уверена в себе. А ей там может быть и страшно, ей там может быть и обидно, и печально. Она там может испытывать чувство вины в этих отношениях. Неважно. То есть поступает реакция, но мы ее не проживаем. Эмоция мы ее не прожили. Эмоция мы не прожили. Да, то есть она здесь зародилась и появилась. И спустилась на уровень нашей гормональной системы и центральной нервной системы. Но мы ее проигнорировали. Давление подскочило, голова разболелась, одышка, тахикардия какая-то, аритмия, там мы уже лежим, таблеток наглотались, головная боль. И вроде бы все успокоилось. Один раз это произошло, второй раз, третий, четвертый, пятый. И когда это становится системой, мозг принимает другое решение. Зачем мне работать в холостую? Я спущу вот эти ощущения и непрожитые эмоции на уровень тела. Да, чтобы человек понял, где она ошибается или где он ошибается, если это мужчина. Понятно, что если у вас какая-то там недосказанность начинается, вы хотите много сказать мужчине, живете с чувством обиды, вам хочется плакать, слезы в голове где? Головные боли, мигрени, частые простуды, то голос садится, хрипота, ангины постоянные, танзелиты, то есть все что угодно. Это что, о чем это говорит? О том, что организм вам сообщает. Он просто вам сообщает: успокаивайся, дорогая, приходи в себя, прочувствуй себя, остановись. Ты видишь, что отношения с человеком естественным образом тебя разрушают. Но мы задумываемся не над тем, почему с нами это происходит, а хотим, конечно же, восстановить отношения с человеком для того, чтобы он подчеркнул нашу значимость. Сказал нам, что мы очень классные, что мы, ну, в принципе, там, самые лучшие и замечательные. Еще одно из проявлений низкой самооценки – это острая реакция на абсолютно любую критику и на абсолютно любые замечания. То есть вам могут сделать замечание,
просто сказав о том, что, ты знаешь, мне кажется, что можно было бы в следующий раз сделать вот это и вот это получше. Все, паника. Вас даже могут похвалить, сказать, ты все сделала классно, но вот здесь надо как-то в следующий раз по-другому немножко. Не совсем. В общем, все хорошо, но вот здесь не очень. Все, опять паника, опять истерика, опять обида, опять самокопание. То есть вы ходите и думаете, мной недовольны, я здесь не такая, я вот здесь не такая, вот здесь не такая. Это же в таком состоянии жить просто невозможно. Да? То есть ориентироваться на других людей, ориентироваться на то, что они о тебе скажут. Или постоянно вот вас волнует вопрос, он или она сказали обо мне, а что они обо мне думают? А ну скажи мне, как там, а что они сказали, когда я уехала? А я им понравилась, как ты думаешь, или нет? На работе кто-нибудь косо посмотрел, вы уже себя накручиваете, думая, что, видимо, мной недовольный начальник ходит, чего-то бурчит. Муж сидит, молчит, надулся, а опять я какая-то не такая. Поэтому, какие еще примеры привести? Какие? Давайте мы достаточно откровенный разговор. Абсолютно откровенный. Ну, то есть, я с вами буду честным, а вы со мной будете честными. Ну, кто вот себя узнал в том, что я говорю? Кто себя узнал в том, что я говорю? Марк, ты всем даешь советы по поводу отношений, у тебя ведь их тоже нет. Вы откуда такую информацию взяли? У меня есть жена, у меня есть 2 детей. Это вы рекламу просто не до конца читаете. Не до конца читаете рекламу, потому и делаете такие выводы. А даже если допустить вариант, что я был бы без отношений, каким образом это влияет на то, что я говорю? Каким образом? Или обязательно человек, который помогает другим людям, должен быть тоже в отношениях? Нет. Может, я вообще не хочу отношений. Может, мне нравится. Может, я взял обет, евнухом стал, кастрировал себя. Не хочу. Вот не нравится мне. Вот хочу быть один. И вы тогда меня слушать не будете. Это же ерунда все, правильно. Угу. Как начать доверять мужчинам после 2 разводов? Ну вот надо поработать над собой и начать. И начать. Да, безусловно, здесь, конечно же, многие узнали себя. Ну и вы думаете, мужчин таких нет? Да еще как. Просто мужчины многие, не многие, а все мужчины с низкой самооценкой реагируют совершенно по-другому. Совершенно по-другому на низкую самооценку. То есть они находят себе жертву, за счет которой утверждаются, повышают ее. А женщина не жертву находит, она пытается найти спасителя. Вот в этом вся разница. Спасителя. Поэтому, когда женщина с низкой самооценкой встречает мужчину с низкой самооценкой, либо социально адаптированного психопата, либо абьюзера какого-то, она естественным образом надеется, что он ее спасет из этого состояния, поможет ей выкарабкаться. Но он этого не делает. По какой причине? Да потому что у него самого проблемы с самооценкой, у него самого проблемы с уверенностью в себе. Поэтому его основная задача, наоборот, подавить женщину, для того, чтобы на ее фоне выглядеть более или менее достойно. И мужчины этим занимаются.
вы, конечно же, в этом подыгрываете. Неосознанно, но подыгрываете. Да, то есть, находясь в таком союзе. Понятно, что как это определить, так это или нет, это очень просто. Очень просто. Если рядом с вами мужчина, который дома лев, а на улице овца, ну что ж поделать. Вам просто не повезло. Но даже не повезло, вы притянули такого мужчину в свою жизнь. Потому что не уверены в себе, не способны взаимодействовать с нормальным мужчиной. Конечно, самая любимая фраза женщины, у которой проблемы с самооценкой, как вы думаете, какая? Ну, просто интересно. Самая любимая фраза женщин с неуверенных в себе. Вот неуверенные в себе женщины, что говорят чаще всего? Мгм. Прости, говорят, я такая. Мгм. Ни одной неплохо. Одна из фраз, да. Слюбится, стерпится, ну тоже. Да, вот Анастасия, в принципе, прям блин. Все мужики сволочи. Другими словами, достойных мужчин не осталось. Вот достойных мужчин просто нет. Это любимая фраза женщин, у которых нездоровая самооценка. Они их просто не видят. По какой причине? Они с высоты своего полета, с позиции своей нездоровой самооценки, с позиции своей неуверенности, видят исключительно тех мужчин, которые являются их отражением. Ну, то есть она видит этого мужчину и понимает, что она видит перед собой ну, не совсем то, что хотелось бы. Не совсем то, что хотелось бы. Но при этом не понимает, что я притягиваю подобное. Подобное. Верить, что есть другие мужчины, я это знаю. Я даже иногда видела их с другими женщинами. Но это же правду говорят, наверное, что всех нормальных мужиков еще щенками разобрали. Вот, видимо, мне не повезло. Достойных мужиков не осталось больше. Вижу только недостойных. Родственная душа. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Поэтому здесь, я уже приводил такой пример, это, знаете, ориентироваться на количество денег у вас в кармане. Вот примерно то же самое. Вот вы идете в магазин, у вас есть 100 рублей. И вы, естественно, можете, конечно, зайти посмотреть в какой-то бутик, там, где можно потратить там, 200-300 тысяч. Но вы туда не идете, потому что у вас есть 100 рублей. Вы прекрасно понимаете, что на эти 100 рублей я могу купить себе яблочко и еще какую-нибудь конфетку. А если у вас пожизненно 100 рублей, то вы вообще никуда не заходите. Вы сразу молниеносно двигаетесь в направлении того товара, который вы можете себе позволить за эти 100 рублей. А вот если у вас позволяет кошелек, там, 10, 20, 30, 40, миллион рублей у вас есть. То есть у вас есть, в принципе, разбег, полет. Вы, конечно же, ориентируетесь уже на эту сумму. А также и самооценка. Если я не уверена в себе, если самооценка нездоровая, я, конечно же, не смогу воспользоваться полноценным выбором. Я обязательно выберу то, что соответствует мне. И, конечно же, это соответствие выражается, опять же таки повторяюсь, в алкоголиках, в безработных, в инфантильных мужиках, в мужчинах, которые не способны нести ответственность, бабники какие-то, альфонсы, психи самые натуральные, абьюзеры, газлайтеры. Каждой кастрюльке крышечка. Все правильно. Все правильно.
Что расскажите про отношения мужчины со здоровой самооценкой и женщины с низкой самооценкой? Мужчина со здоровой самооценкой никогда не будет в отношениях с женщиной, у которой низкая самооценка. Почему? Потому что да, отношения могут начаться, отношения могут попытаться развиваться, но в этих отношениях одна из сторон будет не удовлетворена вот таким союзом. Естественно, в первую очередь это будет неудовлетворение той стороны, у которой низкая самооценка. Страх потерять, страх оказаться по ту сторону интересов своего мужчины заставит женщину быть ревнивой, заставит женщину быть контролером, заставит женщину быть абьюзером, для того, чтобы насиловать мужчину, показывать ему все его недостатки, недостойное поведение. Но при этом, если остановиться и задуматься, мы понимаем прекрасно, что с мужчиной это все в порядке. Он абсолютно нормальный, адекватный, с ним можно построить крепкую семью. Но женщина этого не осознает. Все его поступки и действия ей кажутся подозрительными. Почему? Потому что они не направлены на подчеркивание ее значимости. И она начинает своему мужчине выносить мозг ежедневно, ежеминутно, ревностью, контролем, истериками. Все только лишь для того, чтобы он сказал, что она самая-самая-самая. А просто так поговорить об этом и получить комплимент она не может. То есть для нее это ненормально, абсолютно. Также и мужчина, если он ощущает и чувствует, что не может покорить сердце женщины уже в отношениях, то есть у него получилось покорить ее сердце на стадии ухаживания. Ну так всегда у всех получается, потому что это все-таки химия, это гормончики, это страсть, это эмоции. И, конечно же, в состоянии влюбленности у нас у всех мы все умудряемся влюблять в себя женщину. А уже когда эмоции сходят на нет, и мы начинаем общаться, мы живем вместе, мы встречаемся, конечно, я ощущаю, что я оцениваю свои возможности и потенциал, понимаю, что проигрываю другим мужчинам, и что если она меня сравнит с другими мужчинами, значит, выбор пойдет не всегда в мою пользу, потому что я не соответствую вот этому, вот этому, вот этому. То есть это мужчина с низкой самооценкой. И, конечно же, его задача что сделать? Как можно быстрее уволить женщину с работы и посадить ее дома не потому, что он хочет обеспечивать ее, а для того, чтобы она ни в коем случае не была рядом с другими мужчинами. Для того, чтобы, я не могу, честное слово, даже моя здоровая, стабильная психика, ладно, когда мужчины пишут всякую гадость, но когда женщина пишет мат, вот вы кто, объясните мне? У вас там парафин в голове или что? Просто я не могу, честно. Это же катастрофа. Знаете, я сегодня с одними там дуримарами находился на эфире. Еще и здесь попадаются чудо-персонажи. Ужас, ужас. Сейчас я заблокирую, подождите секунду, я просто не хочу отвлекаться. Ну и, конечно же, что происходит с таким мужчиной? Он пытается сделать все возможное, чтобы женщина была в полной зависимости от него. Он начинает ее унижать, он начинает ее подавлять, он начинает контролировать также ее пространство, делает все возможное, чтобы он был смыслом ее жизни. Просто был смыслом ее жизни. Он не представляет себе, как я могу дать своей женщине возможность свободно развиваться. Нет. Либо самый изощренный способ, это, конечно же, сказать женщине: я хочу от тебя детей. Сыграть на ее материнских чувствах. То есть, понимая, что я не способен еще не прокормить семью, не сделать ее счастливой, не уверен в себе. Проще всего ее, конечно же, взять и забеременеть, чтобы она вообще была зависима от меня. Потому что когда она забеременеет, я буду ее контролировать, не напрягаясь. Не напрягаясь.
Сейчас, девочки, тут что-то посыпались. Видимо, знаете, такая волна идет, психика, как косяк рыбок идет. Рыбки, 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 шел косяк. Вот это так у меня косяком. Псих, 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 псих. И ушли психи. Исчезли. Опять псих, 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 и опять ушли. Косячками ходят они. Видимо, где-то единые энергетические поля вот сходятся, и вас прям вот сгоняет в единое пространство, и вы там все кучкуетесь. Вы где-нибудь кучканулись там на каком-то необитаемом острове и сидели бы себе там, кактусы жевали, все бы с вами хорошо было. Не мешали бы людям нормальным жить. Значит, попадаетесь, женщины, потом что они с вами делают? Рожают от вас детей, а потом узнают на день рождения сына, что вы даун. Даун не в смысле, я ни в коем случае не хочу оскорбить деток там или людей с этим диагнозом. Нет. С ними все в порядке как раз таки. А вот есть такие персонажи, да, удивительные. Да, Ирина, психи и кактусы — это родственная связь. Псих и кактус. Их нужно там держать голым задом на них. Где-нибудь в пустыне мексиканской. Ладно, давайте мы не будем отвлекаться от темы. Естественно, что вот такие союзы, они очень часто образуются семьи, образуются пары. Ни мужчина, ни женщина не могут понять, а что со мной происходит вообще? Что происходит? Как мне жить дальше? Почему в моей жизни одни балбесы и неудачники? Конечно, с этим нужно работать. Конечно, это нужно прорабатывать. Да, вот мы на курсе у нас, на нашем курсе «Я женщина», в принципе, и занимаемся тем, что оздоравливаем и помогаем женщинам привести в порядок свою самооценку, избавиться от неуверенности в себе, проработать свои негативные убеждения, установки, которые были подсажены где-то там далеко в детские годы. Где-то там далеко в детские годы. И знаете, я могу так сказать, что человек, желающий действительно поменять свою жизнь, он поменяет ее. Он ее поменяет обязательно. Примет какие-то решения. Человек, которого все устраивает с низкой самооценкой, проще обвинить, знаете, там все дизайнерские дома и сказать, что не умеют шить белье на мою фигуру, не делают. Обувь не такую выпускают, мужики не те попадаются. Я там лицом не вышла, либо фигуры. Можно обвинять всех вокруг. А можно задуматься просто и поработать над собой. Не просто поработать, а поработать со своей психикой, со своей самооценкой, со своими установками. Тогда все поменяется. Абсолютно все. Если у вас есть такое желание, я вас всех, конечно же, приглашаю принять участие в нашем курсе. Он проходит онлайн. То есть курс в режиме онлайн. Для того, чтобы принимать участие, достаточно просто иметь под рукой интернет. Не больше и не меньше. Есть, а если завышенная самооценка, это тоже проблема. Это тоже проблема, завышенная самооценка. Самооценка должна быть здоровой, абсолютно. Поэтому, если есть такое желание, присоединяйтесь к нашему курсу. Мы 19 ноября запускаем уже 11-й поток, это 11-я группа стартует у нас. И на протяжении 30 дней мы будем с вами работать над самооценкой, прорабатывать отношения с родителями, определять, кто вам подселил негативные установки, кто их приумножил, каким образом их прорабатывать. Курс и посвящен работе с самооценкой. То есть мы занимаемся комплексным оздоровлением сознания женщины, ее психики, ее негативных установок, трансформируем их в абсолютно нормальные установки, учим взаимодействовать с этими установками, избавляться от страхов, от неуверенности, учим защищать границы личного пространства, не нарушать чужие границы, прорабатываем отношения с родителями, прорабатываем отношения с мамами. Поэтому, конечно, курс очень глубокий, психологический. Мы там не разговариваем про косметику, про помаду и про эти всякие платьички, туфельки. Нет, нет. Стоимость участия всего 4500 за месяц.
и за 7 вебинаров. 4500 за месяц участия, за знания, которые вы получаете, упражнения, и за 7 вебинаров. Поэтому курс не привязан к времени. Нет, курс к времени не привязан. Задания появляются в группе в час ночи. Почему в час ночи? Потому что разница, часовые пояса. Там Владивосток, Хабаровск уже выполняют задания, а мы еще спим. Поэтому задания появляются в час ночи. Вы проснулись спокойно, захотели с утра сделали, захотели вечером выполнили задание. Здесь не принципиально находиться в какое-то время в группе для того, чтобы выполнять их. Естественно, в выходные дни у нас проходят вебинары закрытые там на курсе. И, можно на них присутствовать в режиме онлайн, приветствуется. Но если не получается, то вы можете посмотреть их всегда в записи. Они всегда остаются в записи. Это стандартный пакет 4500, есть пакет 1+1. Он стоит 6900, то есть вы можете купить его со своей подругой. Например, с подругой со своей, либо с кем-то из девушек здесь списаться. И, соответственно, если разделить на двоих, то 3450 получается стоимость на одного человека. Курс проходит в 2 закрытых группах. Это Facebook и Контакт. Facebook и Контакт. Вы выбираете абсолютно любую. Абсолютно любую. Самооценку проработать можно 100%. И у нас курс на то и рассчитан. Это уже 11-й поток. Девушки повышают ее как-то, приводят ее в порядок. И все у них хорошо. И все у них замечательно. То есть мы не даем ввода, даем практики реальные, за счет которых вы меняетесь. Причем молниеносно. Конечно, нужно работать над собой. Выполнять все задания, вести рабочую тетрадь. Поэтому думайте и принимайте решения. А я вам больше скажу, что решение должно основываться на вашем желании. Вы хотите быть счастливыми? Пожалуйста. Не хотите? Я тогда же не могу вас заставить, правильно? Поэтому, если у вас есть такое желание, ссылка на регистрацию находится в верхней части профиля Instagram. Вот там под описанием Марк Бартон, психолог, телеведущий, есть ссылочка. Это в Instagram. По ней переходите на сайт курса, оплачиваете и попадаете в закрытые группы. Если у вас есть вопросы какие-то, вам нужно разбить платеж с той девушкой, которую вы нашли себе для участия в паре. Не хотите, чтобы кто-то из вас оплачивал за двоих, а чтобы напополам вы оплатили. Там есть внизу на сайте формочка. Вы можете туда написать, вам обязательно ответят менеджеры. Обязательно помогут вам зарегистрироваться и оплатить. Часто девушки обращаются из Украины, из Казахстана, из Белоруссии. Возникают там иногда какие-то неполадки с оплатой. Поэтому переходите по ссылке в верхней части профиля Instagram, регистрируйтесь. Если не получилось что-то, в нижнем углу в правом на сайте есть форма. Вы ее заполняете и, соответственно, с вами связывается менеджер. Девушки, которые находятся в ВКонтакте, я вам сбросил ссылку в комментарии. Вы можете перейти по ней и ознакомиться подробно с тем, что мы делаем. Что мы делаем. Курс выглядит следующим образом. Каждый день появляются в группах задания, которые вы выполняете. Естественно, делитесь результатом выполненного задания в обсуждениях. Вы можете поделиться им, можете не поделиться, если вы не хотите. Если есть какой-то очень личный вопрос, а часто у девушек возникают личные вопросы, которые они не готовы обсуждать в общих группах, в обсуждении, пишите мне лично, либо другим психологам на курсе. Там есть еще несколько психологов, девушек. Кто-то не может мужчине рассказать каких-то подробностей. Пишут это другим психологам, девочкам. Поэтому вы выполняете задания. А по выходным дням у нас вебинары проходят не в Instagram, а там, в закрытых группах, по закрытым ссылкам, YouTube канал, куда могут попасть только участницы курса. Как поднять самооценку? Я же вам сказал,
Поднять самооценку за один день невозможно. Это системная работа. Это системная работа, которой мы занимаемся у нас на курсе. У вас есть возможность в течение 30 дней поработать со своей самооценкой. То есть там есть определенные шаги. Шаг 1, 2, 3, 4, 5. С определенными упражнениями, с определенными тестами, с определенной диагностикой. И тогда у вас действительно появляется осознанность. Почему вы были такой? Какова природа вашей низкой самооценки? Кто поспособствовал тому, чтобы у вас была низкая самооценка? Как сделать так, чтобы она начала повышаться? То есть есть определенный алгоритм действий, последовательность. А так сказать человеку, ну подойди к зеркалу и скажи себе, что ты самая классная, и пойди на танцы, не получится. Нет. За то, что ты мне тут рассказываешь, как завлечь мужика, я тебе бабки должна, Татьяна Мамедова пишет. Да, с вашего счета уже списалось 50 тысяч тенге. Проверьте срочно. Срочно. Ну, если вы в Казахстане, я так понимаю, вы в Казахстане. Срочно проверьте, с вас уже списались деньги, Татьяна. Кто-то списал 100%. Только из-за того, что вы зашли в контакт и посмотрели на мою морду. Да. Ну, естественно, нет. Как вы можете быть должны деньги, если вы сидите, смотрите прямую трансляцию? Прекратите, не переживайте. Сейчас наоборот вам поступят еще деньги на счет. Все будет хорошо. Поэтому вот в эту последовательную комплексную программу я приглашаю девушек, которые хотят изменить себя. Не поговорить на словах, а действительно изменить. Вы посмотрите сами, да, вы начнете постепенно действовать, двигаться. Первый день, второй день, третий день, четвертый день. И вот последний день недели вы участвуете в вебинаре очень интересном по расстановке личных границ. И уже в первый день, в первую неделю курса вы понимаете, что вам нужно сделать, чтобы начался рост самооценки. Просто взял и начался. А дальше вы уже принимаете решение. Вы мне сегодня прислали курс за 4500. Ну, я вам точно ничего не прислал. Может быть, это менеджеры прислали. Менеджеры. Но это не курс. Это не курс. Это бесплатные вебинары. На курс вы попадаете только когда платите. Угу. Девочки, вчерашний эфир я выложу в сторис. Там нужно будет свайпнуть вверх и попадете по ссылке, по закрытой ссылке в YouTube канал. То есть в общем доступе этого нет, эфира вчерашнего, он есть только в записи. Я его выложу обязательно. Обязательно выложу. Давайте, мы сейчас не подводим еще итог, просто у нас сейчас трансляция закончится в Instagram. Она идет, видите, всего час и потом обрывается. Еще раз напоминаю, что девушки, которые хотят попасть на курс, ссылка находится в верхней части профиля Instagram. То есть под описанием зайдите на мою страничку и нажмите на ссылочку. На ссылочку. Попадаете на сайт курса. Если вдруг не получилось попасть на сайт курса по какой-то причине, напишите мне в директ, я вам сброшу ссылку. Если не получается оплатить, если там у вас возникают проблемы с вашими этими парами, не паруетесь вы, не получается, пишите в форму. Форма на сайте курса. Вам менеджеры все сделают, помогут решить любой вопрос. Супер крутые парни там сидят. Супер крутые. Азербайджан, привет, вас тоже ждем на курсе. Ссылка находится в верхней части профиля Instagram. А девочки, которые находятся ВКонтакте, вот вам ссылочка. У меня есть все. Есть весь вчерашний курс. Господи, да я прекрасно рад за вас. Вчера не было курса, вчера был вебинар Татьяна Мамедова. Проснитесь, я вас умоляю.
Это вебинары бесплатные, это не курс. Курс с 19 ноября стартует. У меня есть вчерашний ваш курс, весь, и бесплатно пишут. Я очень рад за вас. Жду вас. Сейчас мы отключимся здесь. Через 10 секунд в Инстаграм. Заходите обратно, отвечать на вопросы ваши буду. Только очень четко и по делу. Муж бросил, что делать? Разлюбила, что делать? Заходите обратно. Так, девочки, в ВКонтакте вы не убегайте. Не убегайте, я буду отвечать на ваши вопросы. Я с 8-го потока могу сказать только спасибо, мой мир, люди вокруг меняются в хорошую сторону. И люди удивляются моим изменениям. Это очень здорово. Юлия, мы за вас, конечно, бесконечно рады. Потому что когда в жизни человека начинаются изменения к лучшему, это, безусловно, вызывает только лишь радость. Никак в белой рубашке сейчас не буду видеть ваши комментарии, поэтому буду поднимать вот так книжечку, вот так подставлять ее и читать комменты черную, чтобы на черном было. Курс реально помогает. Да, помогает. Марк, какие есть методики для определения самооценки? Господи, мы только что с вами весь эфир говорили об определении низкой самооценки. Только что мы с вами говорили об этом. То есть есть явно выраженные признаки. От нарциссической жертвы. Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Как перестать ненавидеть бывшего? Заняться собой. Себя нужно полюбить. Вы его ненавидите, потому что себя не любите. У перверзных нарциссов низкая самооценка. У перверзных нарциссов не все в порядке с психикой. Здесь дело не в самооценке, а это социально адаптированные психопаты, имеющие склонность к насилию. Имеющие склонность к насилию. Газлайтер, психопат, перверзный нарцисс — это одно и то же или есть разница? Но, в принципе, если так прям вот смотреть на все их проявления, можно сказать, что это, да, социально адаптированные психопаты, в категорию которых попадают и перверзные нарциссы, и газлайтеры, и абьюзеры. Если мужчины бросают через месяц максимум, хотя вначале очень заинтересованы, есть причина какая-то, я так не могу сказать. Что-то вы не так делаете. Как прожить эмоции, чтобы не оседали они? Это очень хороший вопрос. Вот их нужно проживать. Вот смотрите, вы захотите... Давайте представим себе ситуацию, что каждая потребность вашего организма пойти что-нибудь поесть игнорируется вами. То есть вы захотели есть, но проигнорировали. Еще раз захотели, опять проигнорировали. День, два, три, неделю, месяц. Что с вами произойдет? Вы умрете. Вы умрете. Артем, всего тебе хорошего, дорогой. Иди учи уроки. То есть, если вы не будете удовлетворять свою потребность в еде, вы умрете. Правильно? Правильно. Также и здесь, когда вы проживаете какие-то эмоции, но не реализуете их, то есть не удовлетворяете. Вам больно, обидно, вы все держите в себе и не плачете. Вам страшно, на вас наезжает муж, он вас бьет, но вы не спасаетесь бегством и продолжаете быть в этих отношениях. То есть вы не проживаете эмоции, а их нужно проживать. Как принять то, что оставил любимый? Вы на вебинарах говорили, надо отпустить. Не получается, тянет к нему и обида, и наладить хочу. Нужно срочно переключиться на себя. На себя нужно переключиться. Почему? Потому что каждый раз, пытаясь вернуть мужчину обратно, вы препятствуете тому мужчине, который идет к вам. Пытаетесь вернуть того, уходит, но препятствуете тому, который к вам идет. Здесь все очень просто.
Нашла очень хорошего парня. Встречались 3 месяца, слишком быстро начали жить. И он в итоге остыл и сказал, что не любит. У меня все еще надежда, что он все-таки опомнится. Я только надеждой и живу. Вот именно по той причине, что вы начали жить со своим парнем вместе, вы стали ему неинтересны. Но вы же понимаете, мужчины — это самые примитивные создания из людей. Я не ошибаюсь, когда говорю это. Мужчины — самые примитивные создания из людей, я в том числе. Мозг женщины отличается от мозга мужчины, в лучшую сторону, между прочим, в лучшую. Мы не способны действовать, думать так, как действуют женщины. Да, мы более решительны, да, мы более сконцентрированы, да, мы более так централизованы, можно сказать, в своих решениях и в своих мыслях. Но это, пожалуй, единственное отличие от женщины. Ну, мне так кажется. Ну, не только мне, и ученым тоже. Да, ну, начиная с того, что нас даже воспитывать и обучать нужно в разных температурных режимах. То есть, если женщина лучше воспринимает информацию там, где более тепло, то мужчина лучше воспринимает информацию там, где более прохладно. То есть, вот эти разницы между мужчиной и женщиной, они, в принципе, эта разница, она проявляется во всем. Вот вы оказались с мужчиной, живете с ним рядышком, все у вас замечательно, только начали встречаться. Он высосал из вас все, что он хотел. Высосал все, что хотел. Специально он там говорит вам, видите, пишет. Кто там? И обнулил вас, конечно же, вы ему стали неинтересны. И решение мужчины какое? Если я с этой справился, да и с другой справлюсь, пойду дальше. Сколько нужно времени, чтобы устроить личную жизнь после смерти мужа? Скоро 2 года будет. Но это очень индивидуально, честно, очень индивидуально. Для кого-то, знаете, и полгода достаточный срок для того, чтобы человек уже был готов к другим отношениям. А кто-то и по 5 лет, а кто-то всю жизнь не может отпустить это. Совсем недавно про устройство мужского и женского мозга дочери объясняла. Прекрасно. И все-таки, как лучше начать новую жизнь и бросить нелюбимого мужчину, которого бросить жалко? Но ответьте, как спец. Еще раз объясняю. Смотрите, Татьяна, если вы с мужчиной только из-за жалости, это говорит о вашей нездоровой самооценке. Это говорит о вашем невротическом складе ума. О том, что вы не способны строить нормальные отношения. Любовь не строится на жалости. Любовь не строится на каких-то других чувствах, кроме любви. Там, где есть любовь, там нет жалости. Там есть взаимоуважение, там есть доверие, там есть забота, ласка. Там есть свобода и право выбирать и решать. Там есть заинтересованность в развитии своего партнера. А когда с самооценкой проблемы, естественно, жалко бросить. Ну не бросайте тогда, жалейте дальше. Какие проблемы? Вариантов всего 2. Смириться и быть с этим мужчиной, либо не смириться. Курс поможет наладить отношения с сыном. Курс поможет наладить отношения, да, и с сыном, и не только с сыном. И тем более, если вы нарушали его границы его личного пространства всю жизнь, ну, к примеру, как вариант, то, конечно же, поможет вам. У меня такой вопрос. Секунду. Мне бывший испортил нервы, когда была беременна. Срываясь на ребенка, просто уже нервы не сдают. Подскажите, пожалуйста, как быть? Воспитываю одна. Ну, это частый вопрос. Да, очень часто женщины, оставшись в одиночестве, а я это называю не одиночеством, а свободой, то есть женщина, которая обрела свободу, почему-то считает, что она бедная, несчастная, ее бросили. Она такая вся вот бедненькая-бедненькая. Никто вас не бросает, люди просто расстаются, вы же не вещь какая-то. Вам позволили стать свободным человеком. Вот вы стали свободным человеком, но по какой-то причине... возможно, раздражаетесь на своего сына из-за того, что он, вы даже можете не думать об этом,
стал причиной этого расставания, что из-за того, что он родился, у вас с мужем разладились отношения. Из-за того, что сейчас у вас есть ребенок, у вас не получается построить другие отношения, вы связаны по рукам и ногам. То есть, воспринимая своего ребенка помехой на пути к собственному счастью, безусловно, женщины срываются на них и начинают мучить и издевать, и мучить и себя, и над детьми издеваться. Может быть, ваш сын или дочь похожи на вашего супруга, и он постоянно вам напоминает. Его это вызывает у вас неосознанное раздражение. Какие-то жесты, мимика, повадки его, а он вас обидел очень сильно. То есть для этого нужно пойти к психологу, поработать с ним, он вам поможет определиться, почему у вас такая реакция на сына. А если в отношениях с мужчиной год и химические процессы не включились, значит любви не произошло. А как вы хотите, чтобы химические процессы включились? То есть вот как вы определяете, что они запустились? Легкая там ножки подтрясывает. Как определяете? После первого неудачного брака, отвращение к мужчинам. Как полюбить мужчину? Вот так и полюбить. Почему отвращение? На чем оно основано? На чем? Вы рассказывали о эйфории. Эйфория – это первоначальное состояние. Первоначальное, когда мужчина и женщина встретились, они могут, да, в этом состоянии оказаться. Но не всегда. Это не говорит о том, что нет любви. Это не говорит о том, что нет любви. Встречаться, планы у него. Сейчас, что, секундочку, я тут книжку держу. Стал встречаться с парнем, серьезный план у него, помогает даже с детьми, но ревнивый. Угу. Ну, конечно. Ваша задача какая основная? Ни в коем случае. Вот смотрите, есть позиция девушки. Есть позиция девушки. Встречает мужчину. Мужчина начинает ревновать. Как только вы начинаете доказывать ему обратное, ты должен по ним ни одного оправдания. Ни одного оправдания. Просто ни одного. Вот я такая, ты принимаешь меня вот такой, какая я есть. Естественно, если вы ведете себя достойно. Если вы там вешаетесь на каждого мужика проходящего, он пытается вас снять и тянет за ноги, говорит: Марина, успокойся, это не я. Марина, оставь его, ты к нему вчера приставала. Это совсем другая ситуация. То есть адекватная женщина ведет себя достойно, но ему там что-то мерещится. Тебе кто-то позвонил, а кто у тебя в соцсетях, а кто у тебя в записной книжке, а сколько у тебя было до меня, а почему ты пошла на эту маршрутку, а почему ты вышла, я вижу, как он тебе посмотрел в спину. То есть это, естественно, уже такой психически неуравновешенный человек, с ним даже отношения опасно заводить, потому что вас потом начнут преследовать, в бинокль сопровождать, в лучшем случае, не дай бог, со снайперской винтовкой. Я вас слушаю, мне становится страшно от того, что я вас понимаю. Пора решаться на перемены хотя бы ради ребенка. Хотя бы не ради ребенка, Танечка, а ради себя, любимой и родной. Когда вы себя любили последний раз по-настоящему, подойдите сейчас к зеркалу, посмотрите на себя. Посмотрите на себя. Сделайте себе 1000 комплиментов, 1200 комплиментов. И не ради ребенка. Ваш ребенок будет счастлив, если будете счастливы вы. Вы должны стать счастливой ради себя, а не ради ребенка. Ваш ребенок вырастет, создаст свою семью. А тогда вы ради кого будете жить? Ради кошечки? Заведете себе попугайчика волнистого и будете сидеть с ним и разговаривать на кухне? Кеша, скажи здрасте. Зачем вам, Кеша, попугайчик, если вы можете стать счастливой женщиной сейчас? В молодом, осознанном возрасте. Ради себя женщина должна становиться счастливой, не ради детей. Это проблемы с самооценкой и со мной. Если сначала все нормально и мужчину тянет, а потом все рушится, я за ним, обвиняет меня. Ну так прямо сказать нельзя. Так, что-то у меня здесь. Так. У всех эфир показывает. Наверное, у всех.
Просто вы нагуляли еще. Что? Ищите лоха, который будет содержать его. Включайте демо-версию и жените его. Советует Сергей. Просто вы нагуляли. Чего он имеет в виду? Что-то имеет в виду Серега. Надо уточнить у него. Так. Поэтому ситуация проста до не могу. Все очень просто. Ну, я серьезно вам говорю. Основная задача женщины стать счастливой самой. Все. И тогда появится мужчина, и тогда появится счастливый ребенок. У вас на курсе началась апатия. На каком дне у вас началась апатия? Да, на курсе есть задания, которые мы достаточно эмоционально возвращают. Мы же с детством работаем. Мы же работаем с детством. А с чем это связано? Напишите мне в личные сообщения, либо кому-то из девочек-психологов, мы этот вопрос решим. Но до сих пор не могу понять, в чем разница между эгоизмом и любовью к себе. Ну а вы как считаете? Вы как считаете? Ну это же достаточно просто. Что значит эгоизм и любовь к себе? Эгоизм это когда дети голодные сидят, а вы сожрали последнюю шоколадку. Понимаете? Вот в чем эгоизм. Угу. Хочу развестись, но не могу, хотя сейчас в роли любовницы. Значит, вам прямиком к нам на курс. Прямиком. Ссылка для регистрации находится в верхней части профиля Instagram. Девочки, которые смотрят трансляцию в ВКонтакте, я вам ссылку на регистрацию сбрасываю вот сюда, в комментарии. Так, а что связано с апатией, я вам скажу очень просто. Смотрите, когда вы сталкиваетесь с какой-либо проблемой, которую нужно решать, она обнаруживается, мы показываем вам эту проблему. Вот посмотрите, например, Танечка, у вас вот такая ситуация, вот инструмент решения. Вот инструменты для решения этого вопроса. У вас не получается сорваться с места. Почему? Потому что это новый опыт. Это не апатия, это страх. Вы боитесь сорваться с места для того, чтобы поменять свою жизнь. Почему? Потому что для вас уже более знакомы другие сценарии взаимодействия с окружающим миром. А сейчас нужно поменять все. Нужно выйти из этого сценария. Не бойтесь этого состояния. Если муж и жена абьюзеры, что делать? Значит, нужно пойти на терапию. Нужно пойти на терапию сходить. И желательно по отдельности, не вместе. Вы там убьете друг друга, еще и терапевту попадет. Угу. Корить себя за неправильный выбор мужчины после расставания. Да никак не корить, это ваш опыт. Ваша основная задача себе сейчас сказать: я стала лучше. Да, вот смотрите, очень многие девушки, правда, начинают винить себя за то, что они выбрали не того мужчину. Ни в коем случае. Эту установку нужно всегда трансформировать. Ее нужно трансформировать. Каким образом? Вот есть разница. Вот ты бессовестная, ты такая глупая, как ты могла, ты так ошиблась, ну что ж такое. И третье, четвертое, пятое. Да, вы можете себя погружать в это состояние, и действительно вам может стать плохо. Еще хуже и депрессия, и преддепрессивное состояние. Но ситуация в другом. Вы должны с другой стороны на нее посмотреть. Блин, я обрела мудрость, я стала умнее, я стала разборчивее, я стала внимательнее. Вы должны хвалить себя за это. Ведь вы не остались в этих отношениях и не страдаете. То есть ты спасла себя. Ты вышла из отношений, где тебе плохо. Ты вышла из отношений, потому что ты хочешь других отношений, счастливых и гармоничных. Этому нужно радоваться, это праздник. Это реальный праздник для человека.
Любое расставание нужно рассматривать с позиции «я стала лучше», «я стала другой», «я стала более разборчивой». Так, что за вопрос? На вопрос ответь. Мне так нравится, как люди обращаются друг к другу на «ты». Понятия не имею, кто такой этот Андрей, морской. На «ты», тыкают что-то. Как вы учились в школе, у вас есть интеллигентность какая-то. Нет? Нормально себя чувствуете там? Мама говорит, что перебирать будешь долго, останешься одна. Ну вот вы слушайте маму побольше. Маму побольше слушайте, и тогда у вас все хорошо будет. Надо слушать себя, а не маму, и жить своей жизнью. А когда мама лезет в вашу жизнь, это все неправильно. Угу. Поэтому вы же понимаете, что да я вам больше скажу. Вот мы работаем на курсе прорабатываем отношения дочери и мамы. Дочь и мама. Мы прорабатываем вот такие отношения. Дочки матери. И как вы думаете, на что влияют непроработанные отношения с мамой? То есть, если ваши отношения с мамой основаны на гиперопеке, на гиперконтроле, на постоянном контроле за вами, вашей жизнью, либо вы живете с мамой. Вот любые непроработанные отношения с матерью, гипертрофированные отношения, говорят о том, что в вашей жизни никогда не появится нормального мужчины. Вы не сможете построить отношения с мужчиной. Абьюзер может поменяться, если сам этого захочет, но, как правило, они этого не хотят. Это редкость. Слушаю вас и думаю, не было бы так смешно, если бы не было бы так грустно. Да. Угу. Как перебороть страх устроиться на любую работу? Не покушайте 8 дней, и страх пропадет. Я не шучу, серьезно. Ну вот для чего вам, как перебороть страх, не идти на работу? Не поешьте 7 дней, 8, неделю. Абьюзер способен любить, да, себя самого. Вот это и у меня вообще ни с отцом, ни с мамой ничего хорошего. Ну вот с этого нужно начинать. И все. Все страхи уходят сразу. Как не поешь недельку. Сегодня с утра он не позавтракал, просидел там на Первом канале до вечера. Так готов был уже двор мести там у них, чтобы какую-то булку выдали. Добрый вечер. После деструктивных отношений что-то не дает жить счастливой жизнью. Опыт прошлый не дает. Опыт прошлый не дает, безусловно. Установки, подсаженные в этих отношениях. Потребность в ревности ненормальное состояние, нет. А если человек сирота, то что? Ну там совершенно другие проблемы могут быть. Зависит от того, где человек воспитывался, где девочка росла. Там бабушка, дедушка, либо тетя, дядя, либо это был детский дом. То есть, ну, естественно, это совершенно разные установки, разные проявления в будущем могут быть. Это не говорит о том, что у вас не получится создать семью, если вы были сиротой. Нет. Но проблемы возникать могут. И для того, чтобы они не возникали, вам нужно поработать над собой. Какие проблемы? Естественно, у ребенка, который прожил без мамы и папы и рос без мамы и папы, там нарушены все этапы формирования психологической личности. Очень важные этапы.
Естественно, потребности ребенка для того, чтобы эти этапы были завершены полноценно, могут удовлетворить только родители. Если же вы пишете в детском доме, вы воспитываете, там были заботливые супер нянечки, которые ухаживали за вами, или, возможно, кого-то из них вы воспринимали как самого эмоционально доступного человека к себе, возможно, и там частично были закрыты эти потребности. Угу. Ну, я же говорю, что это ни о чем не говорит. Просто если у вас есть сложности, значит, в них нужно разбираться. Почему я не встретила вас 10 лет назад? Да потому что лет 10 назад и меня не было здесь, и Инстаграма не было. А как переступить, что? Перестать ревновать мужчину к бывшей жене? Я всегда говорю девушкам, которые ревнуют, и мужчинам, чтобы они занимались саморазвитием. Это лучший способ избавиться от ревности. Значит, вот это постоянное сравнение себя с другими людьми, конечно, вас приводит в состояние ужаса. Займитесь собой, освойте новый навык какой-то. Запишитесь на плавание, на фитнес, участвуйте в каких-то танцах, соревнованиях. Сделайте так, чтобы вы выросли в собственных глазах и в глазах своего мужчины. Ну, а вот эта ревность, это болезнь. Все. Girl. Girl good. Girl good. Давайте будем подводить итог. Самое главное, знаете, вот не ошибиться. Задача женщины, у которой не все в порядке с самооценкой, не ошибиться в выборе мужчины. А это часто происходит. Поэтому, если вы не хотите этого, я еще раз напомню, что у нас... Кстати, анекдот сейчас вспомнил, расскажу и будем прощаться по поводу выбора и, не дай бог, ошибся. У нас 19 ноября стартует уже 11-й поток, 19 ноября 11-й поток онлайн-курса «Я женщина». То есть для участия в нем достаточно иметь под рукой интернет. И вот в течение 30 дней мы работаем над самооценкой, над неуверенностью в себе, прорабатываем детские психотравмы, отношения с родителями. Поэтому, если это вам интересно, ссылка на регистрацию находится в верхней части профиля Instagram. Можете перейти по ней и зарегистрироваться. Под описанием Марк Бартон, психолог-телеведущий. Девушки ВКонтакте, я вам бросил ссылку в обсуждение вот сюда в комментарии. Вы можете по ней перейти и зарегистрироваться. Мы стартуем 19 числа. У меня еще есть, кстати, объявление одно. Девочки, которые находятся в Москве, мы будем на следующей неделе записывать для YouTube канала моего небольшое такое видео интересное достаточно. И мне нужны две девочки, я всех вас девочками называю. Первое. Одна девушка, которая, в принципе, считает, что сексуальная близость с мужчиной быстрая такая. Познакомились, романтика, близость, отношения. Абсолютная норма, то есть в современном мире по-другому нельзя. И нужна другая девушка, которая считает, что наоборот, чем дальше сексуальная близость, тем лучше. То есть мне вот такие две разные позиции нужны, которые хотят поучаствовать в таком разборе. Соответственно, там буду я и будете вы. Две девочки и психолог. Поэтому мне нужна недоступная женщина и женщина, которая считает, что в принципе ничего такого нет. Если вы понравились друг другу, подумаешь, переспали, ай-яй-яй. Поэтому, если здесь есть такие девушки, пишите мне в директ, но обязательно с пометкой. То есть я придерживаюсь такой-то позиции или я придерживаюсь такой-то позиции. Я готова отстаивать позицию девушек, которые за сексуальную близость с мужчиной. Или наоборот, я готова отстаивать позицию недоступной. Все, никому не дамся, не отдамся. Берите меня как Берлинскую стену. Заваливайте, что хотите, но ни в коем случае не отдамся. Анекдот помнила по поводу выбора. Не ошибиться с выбором. Ну, представьте себе такую ситуацию.
Раннее утро, парень с девушкой просыпаются. Все замечательно, все хорошо. Девушка встала и пошла в душ. Ну и там в душе песенки поет, что-то намывается. Ну а парень лежит на кровати, думает: боже мой, как здорово. 2 недели ухаживал, наконец-таки у нас там близость случилась. Такой довольный, радостный, все хорошо у него. Смотрит напротив, там в антресоле, в этом шкафу, что-то похожее на фотографию стоит. Ну, он подходит, значит, открывает этот шкафчик стеклянный. Поворачивает, а там мужик бородатый. Он говорит: боже мой, что происходит? Кто это? Кто это? Ну и слышит, уже она выходит там из ванны. Он раз отвернул его обратно, закрыл и лег. Она подошла, села к нему на кровать и сидит. И он спрашивает: дорогая, можно я тебе вопрос задам? Скажи, пожалуйста, вот я случайно совершенно видел там фотографию. Вернул, посмотрел, вот мне просто очень хочется интересно знать, кто это. Скажи, пожалуйста, кто это? Он говорит: слушай, дорогой, ну это же прошлое, ты понимаешь, это прошлое, зачем его трогать? Мы же есть друг у друга, у нас был фантастический секс с тобой, мы прекрасную ночь провели, у нас начались отношения, давай будем думать друг о друге, о сегодняшнем дне, о завтрашнем дне. Нет, ну ты должна понимать, что если она у тебя стоит там в шкафу, значит, она что-то значит для тебя, поэтому, пожалуйста, ну скажи мне, ну что тебе, жалко что ли? Я больше не буду задавать никаких вопросов, просто скажи мне, кто это. Я отстану, ну честное слово, не буду никогда больше беспокоить. Нет, я не могу, я боюсь, что после этого ты совершенно откажешься от общения со мной. Я тебе слово мужчины даю, не откажусь. Я все пойму, честно. Я ж не ревнивый человек. Кто это? Она ему так тихонечко отвечает: это я. Это я. Поэтому не дай бог, чтобы в вашей жизни произошло что-то подобное. А вот в жизни женщины хотя в принципе тут не о женщине речь идет. Речь идет о мужчине. Опасно, видите, кругом одна. То есть, кого встретишь, не знаешь, где встретишь, не знаешь. Это я, говорит. Вот тебе и новость. Вот тебе и новость. Поэтому будьте внимательны, выбирая и мужчин, и выбирая женщин. Уже можно очень сильно ошибиться и пострадать потом после этого. Понимаете? Это же неосторожный выбор, и все. И все. Это я. Вот такие вот пироги, девочки. У нас завтра с вами, значит, сейчас я вам скажу, какая у нас завтра будет тема. Что мы завтра обсуждаем. Так, одну секундочку. Что-то я потерял список. Но сейчас скажу вам. О, завтра мы будем про любовниц говорить. Вот завтра у нас замечательная тема про любовниц. Ну, что ж вы там делаете? Одна девушка написала мне недавно: Марк, как отбить мужика? Ну вот живет со своей женой и живет, но не любит он ее. Как его вытащить из семьи? Завтра поговорим про любовные треугольники. Постараемся затронуть эту тему с разных сторон. Позиция любовницы, то есть я любовница женатого мужчины, надеюсь на то, что у нас не будут отношения. И я жена, знаю, что у моего мужчины есть любовница. И хотела бы ликвидировать. Маркозависимые. Да, всем маркозависимым я желаю хорошей ночи. Желаю вам, безусловно, любви и счастья. И желаю, чтобы вы начали любить себя с сегодняшнего дня. И первым шагом на пути к любви собственной, к себе, будет ваше участие в нашем курсе. Я вас уверяю, ничего подобного вы никогда, нигде и не проходили, и не пройдете. Поэтому напоминаю, что мы в понедельник стартуем, 19 ноября. 30 дней мы с вами будем прорабатывать вашу самооценку и избавлять вас от неуверенности в себе. Ссылка на регистрацию в верхней части профиля Instagram для девушек, которые смотрят трансляцию в Instagram. Девушки, которые смотрят трансляцию на канале YouTube,
YouTube ВКонтакте. Вот вам ссылочка сюда. Что ж, я вынужден с вами попрощаться, вынужден сказать вам всем пока-пока. Жду вас завтра в 20:00. Завтра поговорим о любовницах и о тех женщинах, у которых есть мужья, но у мужа есть любовница. И вы до сих пор ему еще не отрезали его Фаберже и надеетесь, что он рано или поздно все-таки одумается. Терпите, ждете, ругаетесь, выясняете отношения. Что тут у меня подзависло? Терпите его, ругаетесь с ним, подкладываете ему кнопки в обувь, там еще что-то делаете, либо в другие места подкладываете что-то. Ворожите. Завтра об этом поговорим с вами. Всем хорошего вечера, берегите себя, любите себя. Всем пока-пока, в 20:00 вас жду. До встречи.